Да, Тебе да. удобно говорить, что война справедливая. Как только тебя призывают на войну, ты начинаешь задавать, а за что мы воюем? Но у меня половина родственников сейчас в России прячется от мобилизации, а вторая сидит вот прямо сейчас в М. переходах в метро в Киеве и прячется от взрывов. То, что говорят, в Европе так все плохо, там все гоняют. Почему люди так легко в это верят? И, да, то есть как ты себя ведешь, ведешь как свинья, тебе будет отношение как свинья, ведешь как человек, будет человеческое отношение. Михаил, привет. Сегодня мы поговорим на очень интересующую наших зрителей тему. Это отношение к русским в Европе. Конечно, в разных странах оно по-разному относится, да, но есть моменты, которые обобщают как бы Европу в целом и отношение к русским в целом. Вот вопрос первый такой. Правда ли, что в Европе нужны только специалисты, научные деятели, айтишники, люди, так сказать, первого эшелона, к которым особое отношение вообще в любых странах, так как они приносят огромную пользу экономике? А вот как быть обычным людям, людям, не имеющим отношения к бизнесу, инвестициям и стартапу, и какое отношение к ним? Да, всем добрый день. Действительно, вопрос непростой, потому что, как мы знаем, айтишники нужны везде, работу найдут везде, да, а вот что делать тем, кто выпадает в профессии, это, с одной стороны, никак не связано с событиями там, 24 февраля и вообще по всем, что после этого произошло, это связано с трендами, да, то есть цифровизация общества, технологические переходы и так далее. Ага. Значит, ну, если вернуться к нашей ситуации, то, конечно, с одной стороны, есть меркантильные интересы государства, да, загребать мозги и технологии, это никуда не денется. И поэтому крупные страны, которые думают прежде всего о своих экономических интересах, они Мгм. будут максимально сейчас продолжать поддерживать программы релокации стартапов, релокации талантов в технологических сферах в первую очередь. Это в Мгм. меньшей степени гораздо коснется художников, артистов, и там творческих профессий, потому что, ну, они нужны, но не в такие бурные времена, да, и не в таких количествах. А вот технологические предприниматели, айтишники будут нужны всегда. Поэтому вот для них программы точно будут работать. Для всех остальных будут ужесточаться, скорее всего, вот эти рамки возможности попадания в Европу, за Мгм. исключением гуманитарной составляющей. Потому что вот если возвращаться к первому твоему вопросу, в Мгм. Европе, во Франции, в Нидерландах, в Германии, в Испании, да, вот везде я общаюсь, там как бы и новости мы тут смотрим внутренние, да, европейские, и с людьми общаемся каждый день, да, Мгм. Мгм. и ездим по Европе, и к нам приезжают, и созваниваемся. Отношение очень четкое и Мгм. однозначное, что те, кто виновны в военной катастрофе геополитической и прочее, вот они плохие, те, Мгм. кто от нее бегут, ей сопротивляются или вынуждены как-то адаптироваться, они не виноваты. И поэтому нет такого, что все, ты русский, давай тебя сейчас выгонять, бить по паспорту, там, по лицу, по паспорту, неважно. Мгм. Значит, проблема-то другого сейчас характера возникает, что, во-первых, местное население чувствует на себе последствия всего происходящего, и, конечно, тяжелая ситуация, с одной стороны. С другой стороны, огромный наплыв мигрантов, и все стараются им помочь. Вот посмотрите, что происходит в Великобритании, в Германии, во Франции. Э, Просто вот такого проявления человечности не видел давно никто. Возможно, мы это пропустили, когда были, не знаю, с предыдущие любые конфликты, да, и когда волны беженцев захлынивали, заполняли Европу, мы этого не Мгм. видели и так глубоко в это не погружались, и у нас не было возможности это увидеть. Но то отношение к мигрантам, вынужденным, да, переселенцам, беженцам, которые сейчас приезжают, Мгм. там в отношении, по крайней мере, украинцев 100%, это, конечно, полная забота и поддержка, насколько это возможно. К русским это, или там из России, тоже все понимают, что на самом деле не лучше ситуация. Просто разница в том, что одни сидят под бомбами, а другие сидят под призывом или там риском быть убитыми на войне, о которой они вообще ничего не знают и не понимают, зачем это. Вот Мгм. совсем другое отношение к тем, кто, если тут кто-то пришьет себе букву Z и пройдется по Европе, конечно, он огребет по полной. Я думаю, И да. вот эту вот поддержку войны в открытом формате в Европе не примет никто. Мгм. Ну, это, в принципе, логично, да. Я думаю, что это абсолютно адекватная позиция. Следующий вопрос. Мгм. Максим, извини, я добавлю, Да, мне да. кажется, это, конечно, той русофобии, о которой говорят в российских СМИ в формате пропаганды, здесь, конечно, нет.
Да, вот как раз хотелось бы чуть-чуть уточнить момент, что почему так люди, ну это такой более философский, почему люди так воспринимают именно вот то, что говорят в Европе так все плохо, там все гоняют, почему люди так легко в это верят, и даже те, которые ездили в Европу и отдыхали, они почему-то тоже, очень много людей этому охотно верят. Что-то такое вот, почему такая Да, тенденция? потому что это правда. В Европе сейчас намного хуже, чем до этого, потому Мгм. что и хуже не в Европе, хуже в мире, потому что то количество денег, которые напечатали, да, во всем Мгм. мире, оно ведет к инфляции, и все эти кризисы, они, скорее всего, для того, чтобы военные, чтобы скрыть. Военные преступления нужны для того, чтобы скрыть экономические преступления. Вот просто простая Интересно. схема. И поэтому, конечно, хуже сейчас во всех точках, во всех, вот, в любых регионах мира, кроме каких-то отдаленных островов. Но просто это же вырвано из контекста. Да, Мгм. вы не учитываете ту поддержку, которую оказывает государство, вы не учитываете отправную точку, да, то есть одному человеку стало плохо и другому, но один серьезно болел и был очень беден, а второй был очень богат и здоров. И Мгм. поэтому разница, всем стало хуже, но один как бы продолжает функционировать, а совсем другой уже как бы при смерти. Поэтому надо отправную точку. Европа в этом плане гораздо более устойчива и богаче. То, что начинают с этого, да, позиции. Просто сейчас все говорят о том, что в Европе население беднеет, а в России оно бедное последние там, 30 лет или беднело Мгм. последние 30 лет. Поэтому кризис глобальный, он не связан с Европой, он не связан с Россией, даже с Украиной. Это скорее прикрытие происходящих трендов, чтобы снять с себя ответственность за происходящее. Очень интересно, очень интересно. Спасибо, Михаил, классно. Но все-таки отвечая на твой вопрос, верят, потому что об этом говорят везде, и в российских СМИ, и в европейских, но Мгм. не разбираются в деталях, поэтому выводы делают неправильные или не до конца правильные. Ну, либо людям, как психологии свойственно, просто верить в то, что удобно, так сказать, и то, что проще подается, что... Смотри, то есть в каком информационном фоне ты находишься, М. в той реальности ты и живешь. Если у тебя нету, там в Китае с полностью, да, информационной изоляции, они живут в каком-то своем информационном поле. Просто тут же вопрос в другом, что это правда, что в Европе хуже, чем раньше. Мгм. Но вот это хуже, чем раньше, намного лучше, чем в России будет еще там, не знаю, в следующие 10 лет. Вот Мгм. простая. Мгм. Я просто приведу, да. Все кричат, что в России, в Европе будут мыться холодной водой зимой, Да, кстати. но что лучше, мыться холодной водой зимой в своей квартире или в бараках в армии под обстрелом? Вот и вся Ну, разница. да, тут такое, знаешь, конечно же, очевидно, первый вариант ответа, но вообще не хотелось бы, чтобы кто-то мылся в бараке в военное время. Хотелось бы, чтобы это, конечно, все-таки остановилось, это Да, просто, катастрофа. понимаешь, одно дело, когда ты рискуешь оказаться в стране, где ты не сможешь оплатить счет за электричество, и как ты это решится, потому что я уверен, что государство это все возьмет на себя, эту Мгм. ответственность, начнет ликвидировать. И ситуацию, где ты можешь быть убитым. Вот и вся разница. И главное, если раньше половина населения, или там из 140 миллионов, не знаю, сколько там в России осталось людей-то, и 139 миллионов 999 тысяч были уверены, что их это никак не касается, это где-то там в Украине каких-то злых Мгм. людей наказывают за какие-то поступки, то тут Мгм. вдруг выяснилось, что они тоже должны взять автомат и пойти участвовать во всей этой неразберихе. И тут Мгм. же все, кто половина населения, которая с буквой Z бегала, они эту Z засунули куда-то себе в одно место и заявили, что теперь они за мир. У нас, Михаил, у нас пошел разговор в такое политическое русло. Конечно, хотелось бы такие общие. Но в целом, да, в целом позицию понятно. И Поэтому и верят тому, что удобно. Я же тебе говорю, что когда тебя не призывают на войну, да, тебе да. удобно говорить, что война справедливая. Как только тебя призывают на войну, ты начинаешь задавать, а за что мы воюем? Мгм. Вот и все. Я никого не призываю здесь делать какие-то, принимать решения. Каждый принимает решение сам. Но у меня половина родственников сейчас в России прячется от мобилизации, а вторая сидит вот прямо сейчас в Мгм. переходах в метро в Киеве и прячется от взрывов. Ничего себе. И в этой Ужас. ситуации мы не сможем никак дипломатично и мягко обсуждать ситуацию, просто никак, понимаешь? Мгм. На любой вопрос о том, как относятся. И при этом всех нет русофобии, потому что все понимают, что эти люди, которые не хотят участвовать в мобилизации и не участвуют, не поддерживают никакие, как бы их там ни назвал, операции войны, что угодно, Мгм. к ним человеческое отношение в Европе. Потому что понимаешь, что они все оказались заложниками этой ситуации. Мгм. Мгм. Хорошо, понятно. В целом позицию и твою понятно, и вполне оправданно, почему ты так говоришь.
Следующий вопрос у меня такой. Тоже появляются такие инфоповоды в интернете, что вот якобы в Европе не сдают жилье русским. Правда ли это, Михаил? Значит, это не связано с русскими, это связано с ситуацией вообще в Европе с жильем по нескольким Угу, причинам. Во-первых, здесь в большинстве стран социализм, который проявляется в том, что закон полностью, это вообще никак не связано с конфликтами, с миграцией и прочее, закон полностью защищает права того, кто снял жилье, угу, и если ты перестал платить, ты сдал свою квартиру, только сделал в ней ремонт, сдал, и тебе перестали платить. Ты не можешь выселить оттуда никого очень долго. До года может это занять. И тебе не будут платить, ты будешь платить коммуналку, потом тебе раздадут, вернут какую-то раздолбанную квартиру, которая уже угу, все, там, и вытащит что-нибудь. И все, и ты год потерял свои доходы и так далее. И поэтому не сдают никому, у кого нет рабочего контракта в Европе. Неважно, ты француз, испанец, американец, британец. Мне отказались продать жилье, даже не снять, а продать жилье, сославшись на то, что у меня деньги в лондонском банке. И, возможно, они до Европы не дойдут. Вот во Франции отказались продать. Продали французу, который предложил меньшую цену, но у него деньги во французском банке, им понятно, что это за деньги, что они точно дойдут, и понятно, что такое. И я не думаю, что это связано с цветом паспорта. Это какое-то классическое понимание того, какие европейцы в целом, как люди. То есть они прагматичные люди, они перестраховываются всегда, поэтому они просто боятся рисков. Законы, которые защищают тех, кто снимает квартиру, вот вернемся к аренде, да, я привел пример с продажи, а с арендой. Да. То есть для того, чтобы арендовать квартиру, здесь нужно иметь либо гаранта в виде сервиса, который доступен, и такие сервисы есть, либо в виде человека, который гарантирует, Мгм. и надо иметь четкий, понятный источник происхождения доходов. И дальше идет просто с учетом того, что желающих снять жилье обычно там 10 человек на хорошую квартиру, то, конечно, им проще отдать кому-то, кто с контрактом местным, да, а дальше включается Европа – это лоскутное одеяло, везде деревни, местечковость, Мгм. в Париже сдадут тому, кто лучше в Париже живет, да, или у кого контракт в Париже, но меньше сдадут, но во вторую очередь сдадут тому, кто контракт в Бордо. А Мгм. что говорить обо всей Европе, вот с немецким контрактом ты уже котируешься хуже, чем с французским контрактом. Но если у тебя контракт в Лондоне, ты котируешься уже еще хуже, потому что это не ЕС. А по Россию вообще как бы последней очереди. И когда к тебе приходит 10 человек снять квартиру на просмотр, Мгм. то понятно, что ты в очень невыгодной ситуации. Решение может быть какое? Заплатить там 10 депозитов, 10 месячных окладов. Не все на это идут, потому что ты можешь отспорить это, да, обратно через суд, но это тоже работает. Сервисы гарантий, банки помогают. Ну, и искать по знакомым. Все находят себе нормальное жилье. Просто оно будет дороже. Мгм. Мгм. Но позиции такой, что ты из России, мы тебе не сдадим, нет, потому что меня ни разу, ни в одной стране, где я за последние 7 лет пытался снимать квартиру, не спрашивали, какой у меня паспорт, не Мгм. спрашивали, какой у меня ВНЖ, это вообще никого не интересует. Спрашивают только, с кем у тебя контракт. М. Рабочий, откуда ты берешь деньги? И если А, это понятно, прозрачно, то без проблем. Михаил, а депозиты, вот ты про депозиты сказал, 10 депозитов, а их потом, ну, возвращают все, то есть нет проблем с возвращением депозитов, тоже В такой Европе, бытовой если вопрос. работаешь с агентством или профессиональным риэлтором, точно Мгм. нет, М. потому что законодательство прописано настолько четко, что чаще всего эти депозиты, например, в Испании это точно так, идут вообще не на счет того, кто сдает, а на Мгм. счет специального государственного агентства, которые потом эти депозиты возвращают. Но это там 3 депозита, грубо говоря. Да? Но опять же, закон прописан так, что если у тебя есть подтверждение, что у тебя есть контракт, и он оплачен, более того, даже если он не оплачен, тебя никто не выселит. А если он оплачен, тем более никто не выселит, потому что ни один суд не встанет на сторону того, кто тебе сдает, если у тебя есть документ. Просто М. каждый платеж надо подтверждать документом. Не надо где-то в темной подворотне передавать кому-то наличкой деньги или переводить в биткоине без каких-то документов, потому что потом вы ничего не докажете. Мгм. Обязательно должен быть контракт. Обязательно должно быть подтверждение оплаты, документальное, лучше со счета на счет. Если вы делаете это наличными, обязательно берите расписку. Все, тогда закон полностью на вашей стороне, и никаких рисков здесь возникнуть просто... Ну, риски, наверное, есть всегда, но закон всегда и суд всегда будет на вашей стороне. Мгм. Окей, окей. Здесь все понятно. Вот еще такой вопрос, Михаил. Выгоняет студентов из вузов. Тоже такое в информационном поле появлялись такие случаи. Правда ли это?
Значит, Именно русских, да, стоит отметить русских студентов. я не знаю реально о таких случаях во Франции. Мгм. Единственный случай, два случая, о которых я знаю в Европе, вот я искал много кейсов, где бы это происходило, и посмотрев новости, и не нашел. Значит, нашел два очень близких к этой ситуации кейса. Значит, один был в Чехии, где Мгм. было запрещено гражданам Российской Федерации учиться на специальностях технических, инженерно-технических. Значит, я не знаю, произошло это или нет, это обсуждалось, и было ли принято это на каком законодательном уровне, или это Мгм. была позиция отдельного вуза. Но логика была следующая. Мы не хотим готовить будущих военных инженеров, которые будут участвовать в каких-то военных действиях против Европы или, там, Восточной, или против НАТО. Ну, это бред полный, я считаю, вообще. Какая-то очень странная позиция. Я не уверен, что она была закреплена на каком-то законодательном уровне, и, может быть, она осталась на уровне позиции отдельного вуза. Это надо Мгм. проверить. Значит, это первый кейс, который я знаю. Второй кейс, который я знаю, он нашумевший, это то, что из-за всех ситуаций с визами и прочее студенты не могли приехать на учебу в какой-то европейский вуз. Так. И, собственно говоря, им не дали отсрочку, сославшись на то, что какой-то преподаватель в личном твите или личном сообщении написал, что вот вы там сами допустили такую ситуацию в своей стране, вы сами за это отвечаете, мы не будем вам идти навстречу. Опять же, это была позиция конкретного преподавателя. Да. Я не знаю, была ли она закреплена как-то на уровне официальной позиции вуза, а тем более она 100% не может быть никак, конечно, закреплена на уровне закона, потому что ситуация вообще не об этом, да, просто не дали визу. Эмоциональное какой-то эмоциональный порыв человека временный, мне кажется, был. Я думаю, что он осознал через какое-то время, что неправильно он сделал. Нервы сдают у всех от новостей, это совершенно понятно. Да, да. Такое дело, и политики на этом зарабатывают, это понятно. Под шум взрывов зарабатываются бешеные деньги, идет перераспределение собственности, отбирание собственности. Более того, Михаил, даже какие-то бизнес-ниши появляются на основе вот этих вот конфликтов и войн. Это там разные услуги, которые предоставляются за огромные деньги, там, чтобы перебраться кому-то, ну, то есть в другую страну кого-то помочь там перекинуть через, ну, помочь на границе, там что-то. Ну, разные вот такие вот услуги появляются на фоне вот этих конфликтов. Там сейчас опять возобновилось, что срочно найдем вам родственников болгар, румын, Да, ну, вот, похожие, да. угодно, срочно сделаем вам паспорта любой страны. Мошенников развелось очень много. Это тоже понятно, как и мародеров на любой войне. Вопрос в другом. Вопрос в том, что в целом позиция Европейского Союза, позиция университетов, позиция на государственном уровне, там, муниципальном уровне, это то, и это в Европе просто невозможно. Европа супертолерантна. Она работает, умеет работать с беженцами там, из Сирии до Сирии, вообще там десятки конфликтов мировых. Они принимают всех. Мгм. И они не могут вдруг сказать, что а вот теперь россияне, которые попали в сложную ситуацию, вот их мы принимать не будем. Вот Мгм. 100 лет назад, 100 лет подряд, да, мы принимали всех беженцев и оказывали помощь. А вот россиянам, которые не участвовали в войне, никого не убивали, не бросали никого бомбы, вообще не участвовали, да, под санкциями не находятся, принимать не будем. Это невозможно. Мгм. Тогда нужно будет отменить вообще всю историю миграционной политики Европы. Хорошо. Вот еще тоже такой информационный, так сказать, кейс появился недавно. Ну, знаешь, события, которые произошли в Крыму, да, это подрыв Крымского моста, так сказать, по методичке, как просят называть это небольшой там какой-нибудь, ну, знаешь, они слова такие подбирают, да-да-да. Частичное разрушение или Повреждение, повреждение. да, частичное разрушение. Так вот, там в Крыму, ну, прям люди снимают, я видел видео, не хватает, видимо, бензина или экономят его, и прям очереди выстраиваются там из километровой очереди из машин. Вот вопрос следующий такой. Сейчас в Крыму такая ситуация реальная, ее, естественно, по телевизору не показывают. А в Европе как сейчас обстоят дела с бензином, с газом реально? Потому что я знаю, что ты общаешься с европейскими партнерами, с теми, кто внутри сейчас крутится в европейском обществе. И вообще, как реально, какая ситуация с вот, бензином и газом? Кризис есть, он искусственно создан, конечно, но он неравномерно распределен по Европе. То есть вся эта, с моей точки зрения, вот все, что сейчас происходит, направлено на то, чтобы разрушить экономику Германии, которая является основой экономики Европы, подорвать евро и не Мгм. создать
конкурента доллару. Все ради поддержки доллара. Но это мое личное мнение, я не претендую здесь на какую-то истину, я не экономист профессиональный и так далее. Но что мы видим, да, что больше всех страдает Германия. Германии жутчайшая будет ситуация, потому что они могут потерять несколько крупнейших отраслей экономики и потерять просто металлургия, химия, что полностью зависит от газа. Они просто станут неконкурентоспособными. Это сотни тысяч рабочих мест. Да, это помимо того, что просто население будет экономить воду, но немцы к этому как бы давно шли. Да, это самые экономные. Да, Михаил, я слышал, что в Британии люди пользуются водой, вся семья пользуется одним, ну, то есть они ставят какой-то тазик. Я слышал об этом, я не претендую тоже на истину, что они прям пользуются этой водой чуть ли не всей семьей в течение дня, очень экономят. Правда это такое есть? Нет, я думаю, что речь идет только о горячей воде и только в зимние холодные времена, но вопрос-то в другом. Ага. Значит, вопрос в том, что в результате всего этого средний класс будет терять в своих доходах, Угу. и это глобальное явление. Да, по Европе будет нанесен сильнейший удар. Просто тот уровень, на который скатится в своей жизни средний класс в результате этого, будет намного выше, чем будет жить население в России. Это Да. первый тезис, с моей точки зрения. То, что мы видим. Значит, второе. Они просто начали сталкиваться с теми проблемами, да, которые у нас наши пенсионеры российские не могли оплатить коммуналки последние там 20 лет. Угу. Да, это никогда в СМИ не проходило, им как-то печатали рубли, что-то раздавали и так далее. Вот сейчас немецкие пенсионеры и пенсионная система, обанкротившаяся, близка к тому, чтобы повторить историю российскую. И всему это способствует, то есть тренды начались давно, а способствует их ускорению, эскалации последних событий. Угу. Значит, Угу. конечно, неравномерность заключается в том, что, например, энергетика Германии, она очень сильно зависит от газа. Там же сначала зеленые позакрывали все атомные электростанции, там одна осталась, по-моему, Так. потом угольные и так далее. Сейчас угольные как-то размораживают, пытаются установить. А во Франции меньше 10% зависит от российского газа, по-моему, около 5%. Потому что у них атомная энергетика жива, у них куча источников, и у них марокканский газ, ну или который через Марокко. Поэтому в разных странах это переживается совершенно по-разному. Вот во Франции нет такой паники. Угу. Значит, во Франции гораздо более спокойная ситуация. В Германии страшнейшая ситуация именно из-за того, что люди будут, конечно, страдать из-за того, что у них будет меньше там, горячей воды, у них будут счета и задолженность, которые, скорее всего, им покроет государство, а вот потеря крупнейших отраслей, потому что металлургический завод, если его остановить хотя бы на короткое время, ты его потом не перезапустишь просто. Да. А экономически производство удобрений, химическая промышленность и металлургия, крупное производство зависит от газа настолько, что они становятся неконкурентоспособны в мире просто. И просто Ничего себе. уйдут куда-то в США. Вот производство удобрений может уйти в США легко. В 7 раз вроде как газ там дешевле выходит. Они бы в Россию ушли, немцы, но политически нельзя. Угу. Что надо быть там, где дешевый газ. Ну, в общем, они эту зиму, я думаю, будут крепиться, а уже к следующей зиме, я думаю, что они давно, ну, что-то придумают, у них уже план есть, то есть они же строят какие-то свои потоки, вот эти газовые в другие страны. Можно газ заместить очень быстро, к сожалению. Технически нету вот этих приемников сжиженного газа в портах, да, куда Мгм. можно было возить в таких количествах. И Норвегия не успевает всем газ доставлять, и он гораздо дороже, потому что газ-то будет. Мгм. Вопрос в том, что населению субсидируют, да, уже сбросили НДС значительно на газ. То есть населению покроют минимальный уровень расходов, чтобы они ничего не произошло. Но печатают деньги, в конце концов, да, еще разгонят немножко инфляцию. Я не знаю, как это будет происходить, я не экономист. Но Мгм. Но я уверен, что с населением-то разберутся. А вот потеря крупных промышленных отраслей, это будет удар на экономику Германии и всей Европы на многие десятилетия вперед. Вот Да. другая особенность, это то, что важно понимать, что Россия и Украина – это крупнейшие производители зерна и удобрений, без которых не растет ничего. То есть ты не можешь никакой сельскохозяйство без удобрений просто выращивать. У тебя земля истощается за один год урожай, на следующий Мгм. год ничего не растет фактически. И вот это удар был очень сильный по сельхозпромышленности, продовольствию и прочее. Конечно, тоже цены пошли вверх. Вот так, вот так даже, Михаил, не скажешь. Я вот, например, человек особо в это не вникаю, да, я просто какие-то новости слышу, и так на один шаг, может, вперед предсказываю, что это может. А вот так вот глубоко проанализировать очень интересно было.
Тут все очень просто. На самом деле есть очень много хороших обозревателей, которые об Мгм. этом достаточно спокойно в открытом интернете рассказывают. Частично вот мне нравится Гуриев, то, что он рассказывает. Очень много американских независимых, как кажется. Мы не знаем, кто зависим, кто независим. Но если вы Мгм. посмотрите 10 разных точек зрения, где-то посередине будет что-то близкое к правде. Мгм. Да? То Мгм. есть, понятно, что мы не понимаем до конца, как это все устроено, но почитайте как-то историю экономическую. Вот, поэтому все повторяется, к сожалению. Мгм. И возвращаясь к кризису, к тому, что там в тазике все немцы моются в одном, Мгм. значит, тут же вопрос в чем, что, грубо говоря, раньше такие были только немцы, которые ставили счетчики и контролировали температуру в комнате и не открывали форточку, да, а сейчас будет побольше в Европе. На юге Европы такого не будет. Мгм. Просто почему сейчас происходит? Тут летом была аномальная жара, из Африки задуло очень много тепла, это значит, что тепло из Африки ушло, и зимой его не будет. Значит, зима должна быть холодная. Вот что, к чему все. То есть это тут много факторов как бы сразу собраны в одном месте, да, учтено. И поэтому, если будет сильная зима, то будет большой скачок потребления Мгм. на севере Европы. В Нидерландах, я тебе скажу, есть очень классный пример. У них огромное газовое месторождение есть, которое обеспечивало их газом последние 50 лет, но на каком-то этапе добычи начались землетрясения. И местные дома вокруг этих месторождений начали разрушаться. Соответственно, они закрыли это месторождение или начали закрывать. А сейчас они посчитали, что им выгоднее все эти деревни выкупить, продать, дать деньги людям, как-то уговорить их уехать оттуда, что Мгм. сложно, конечно, и продолжить добывать газ. Тогда они как бы эту проблему решат. Ну, то есть какие-то альтернативные варианты у Европы все равно есть, и я думаю, они в ближайший год все их попробуют и к чему-то все-таки придут, отказавшись от русского газа, естественно. Ну и газ, там, другие ресурсы, да. Шок, это тяжело в первую очередь для Германии, а Мгм. падение Германии, падение уровня экономики Германии очень тяжело скажется на всей Европе, потому что Германия кормила Португалию, Германия кормила Грецию и так далее. В Греции сейчас Мгм. начнется, если одичание, то начнутся новые конфликты с турками, потому что любое экономическое снижение экономической ситуации до уровня жизни, оно всегда ведет к усилению военных геополитических конфликтов. Мгм. Вот, и все. И тут, как, конечно, вот Греция в этом плане не лучшее место, куда ехать, и Турция, возможно, тоже. Но турецкая экономика, она сильная. Значит, вопрос в том, что будет ухудшение этой ситуации, но, с моей точки зрения, при самом худшем сценарии падения экономики в Европе качество Да. жизни лучше, чем в России. Мгм. Ну, так стратегически, если смотреть. И опять же, я не претендую, сейчас тут будет куча комментариев, что мы не экономисты, не политологи, не военные обозреватели, это правда. А пускай пишут комментарии, Михаил, мы вообще не против. Пишите комментарии, если кто-то не согласен с нашей точкой зрения. Мы же просто рассуждаем, мы никому не навязываем, поэтому пишите свою точку зрения. Ошибочное мнение, просто одно из ста, которое вам надо послушать, чтобы сформировать свое. Вот Да, и все. все Я верно. делюсь наблюдениями внутри Европы. Мгм. При этом я сегодня вдруг совершенно вспомнил случайно, что, оказывается, я же учился в магистратуре целый год в Германии по программе подготовки кадров для Европейской комиссии. И М. я изучал процессы, как устроена экономика, политика и финансы именно Европейского Союза. Изучал Мгм. это в Германии, проходил стажировки в Европейском парламенте, в Европейской комиссии очень долго. То есть кандидатскую я свою писал в Германии. Поэтому мне кажется, что то, что я вот сейчас вижу, это в том числе благодаря вот этой системной такой подготовке. Да, я думаю, целое видео можно записать, интервью с тобой именно о тебе, потому что не все знают именно какое твое, ну вот, что ты кандидат в докторские науки, ну, как это правильно звучит-то, кандидат юридических, да, юридических, да. Но Мгм. еще важно, что у меня не просто, там, я не по российскому праву писал, я писал по праву Британии и Германии, сравнивал, как с помощью налоговых льгот можно поддерживать инновационную деятельность. Но Очень суть в другом, круто. что здесь как бы я в стратегическом консалтинге работал, поэтому, наверное, отсюда я научился как бы суть какую-то выхватывать. Но Ага. тут вопрос в другом. Вопрос в том, что если вы послушаете каких-то аналитиков, которых сейчас много в интернете, прислушаетесь к своей какой-то интуиции, у вас тоже сформулируется какое-то свое понимание происходящего. С другой стороны, нафига оно сейчас вам, когда нужно решать очень быстро реагировать, не понимать, куда стратегически все идет на 10 лет, да, а быстро реагировать по ситуации. Вот для этого я хочу сказать, что в Европе ситуация при самых худших сценариях будет все равно, с моей точки зрения, намного лучше и предсказуемой в следующие 5 лет, чем в Ага. России. По одной простой причине. При самой худшей ситуации в экономике
максимум, что вам грозит, это ходить в теплой одежде по дому и мыться холодной водой, но вас не призовут в армию и не убьют. Мгм. Для меня это аргумент. Вот если бы не было такой мобилизации, не было бы таких рисков, да, можно было бы дискутировать о том, где будет теплее пересиживать зиму. Ага. В России при супер хорошем отоплении или в Германии с супер холодным климатом. А сейчас выбор поменялся, к сожалению. Вот, к сожалению, как бы это дико не звучало, какое-то средневековье мрачное началось. Это удивительно. Да, Михаил, у нас так оживленная беседа пошла, что я даже про вопросы забыл, а тут, оказывается, еще один хороший вопрос есть. Давай я у тебя его спрошу. Расскажи про отношение к русским. Вот ты затрагивал Чехию, да, кейс Чехии, что, ну вот, собственно, ситуация была. А в странах в целом Прибалтики вообще, что ты на данный момент знаешь про отношение к русским в данный момент из стран Прибалтики, вот Чехия в частности? Ну, Чехия вроде пока еще не относится к странам Прибалтики, скорее Восточная Европа, Да, да. вот Прибалтика, Литва, Латвия, Эстония, Мгм. значит, там всегда была такая история следующая. Вот я это знаю по людям, которые там живут, с которыми я общаюсь каждый день. Значит, смысл в следующем, что на уровне политики это всегда была антироссийская дискуссия, Так. да, дискурс. На уровне простых людей человечное нормальное отношение. И это Мгм. не поменялось. Потому что на уровне простых людей все понимают, что простые люди не виновники этой ситуации, и не надо их в это втягивать. Да? Они такие же жертвы. Но на уровне геополитики, рисков и прочего, конечно, истерия нагнеталась всегда. И советское прошлое, которое было, оно вытаскивалось, тиражировалось и использовалось политиками для нагнетания ситуации. И так далее. Мгм. Потому что, с моей точки зрения, прибалтам выгоднее экономически сейчас не стартапы собирать, да, и привлекать к себе, а жить за счет НАТО. Ну, просто это экономически, наверное, сейчас выгоднее на данном этапе. Больше Мгм. денег получить. То есть поэтому у них такая вот такая политическая, ну, образовалась вот эта именно дискриминация к русским в плане там. Ты понимаешь, в чем дело? Нет отдельной политики в отношении русских на официальном уровне в Литве, Латвии и Прибалтике. То есть, с одной стороны, ну, не так, давайте так. То есть, конечно, есть сейчас отдельная политика, потому что какие-то страны заявляют, что не дадут визы, а какие-то продолжают давать. Да? Да. Какие-то страны стали выдавать ВНЖ, а какие-то продолжают выдавать вообще без каких-либо проблем. Поэтому, конечно, прибалты, они на границе. То есть никто не застрахован и не может гарантировать, что дальше танки после Украины не поехали бы на Прибалтику. Опять Мгм. же, мы не военные обозреватели, но кто мог сказать, что этого не произойдет? Не дай бог, я к военным обозревателям вообще не отношусь. Понимаешь, конечно, у них есть все основания для того, чтобы сейчас занимать более жесткую риторику, чем французы или немцы, у которых там суперэкономические связи с Россией из-за газа и так далее. Михаил, на твой взгляд, топ-1 страна, в которую не стоит сейчас русским ехать вот по многим причинам и факторам? Наверное, страна Прибалтики, я так думаю, какая-то. Я хотел сказать Сомали, там пиратов. Не-не-не, я Европу В имею в виду. Европе, слушай, ну, как тебе сказать, просто можно ехать и в Прибалтику без проблем, при условии, Мгм. что ты готов там интегрироваться, учить местный язык, Мгм. становиться налоговым резидентом, платить налоги и жить по их правилам. Хорошо, я переформулирую. Сложнее всего будет даваться вообще освоение русского человека в какой стране в Европе? Вот. Я тебе хотел сказать, что это Франция сразу, но вот я сижу. Ну, там относятся к русским хорошо, нормально, то есть как бы... Ты понимаешь, в чем дело? В любой стране Европы я не встречал к себе плохого отношения. Не встречал ни в какой стране Европы я плохого отношения к себе, именно потому, что у меня паспорт красного цвета. Ага. Вот ни в одной стране мира не встречал. Я тут недавно во Франции или где-то уже даже не помню, в каком-то баре сидел там ночью, что-то писал какой-то ролик, ко мне Мгм. подошел, я даже не знаю кто, по национальности был человек, да, какой-то европеец. И он пил пиво рядом, спросил, откуда я. Я говорю, из России. Он так вздохнул, говорит, ну да, тяжело вам будет, потому что, говорит, теперь вот у вас такая ответственность, типа, вот как вы будете после этого жить, я не знаю. Ага. Ну и пошел дальше пиво пить. Что он имел в виду, я не знаю, но никакой агрессии. Да, он сочувствием это сказал. То есть М. он с сочувствием сказал, что вы все в тяжелой ситуации. А может, он тоже русский был, просто очень давно живет в Европе, и уже ты даже не отличил его от европейцев. Дело в том, что на самом деле интегрируются все рано или поздно, поэтому да, многие похожи. Значит, вопрос в чем, что
как бы где, в какой стране мира, увидев, что у тебя паспорт, тебя сразу начинают бить ногами по голове. Но это точно не Европа. Мгм. Понимаешь, где тебе плюнуть в лицо, узнав, что у тебя российский паспорт? Тоже не Европа. Но если ты напьешься как свинья, начнешь что-то там бегать, выкрикивать и кого-нибудь бить, тебя точно побьют. Неважно, какой у тебя паспорт при этом будет. Мгм. Британский, там, израильский, да. То есть как ты себя ведешь, ведешь как свинья. Тебе будет отношение как свинья. Ведешь как человек, будет человеческое отношение. То есть ничего из этого не поменялось. Мгм. Ну, то есть, конечно, тут совершенно другие правила игры, например, в плане налогов. Тут не принято не платить налоги. Да, кстати, про налоги у нас будет интервью целое. Я тоже подготовил много вопросов, но мы оставим это для следующего ролика. Как раз про налоги поговорим. Очень интересно твое. Я знаю, что ты по налогам вообще прям очень. Это твоя стезя, так Просто моя сказать. любимая тема. Я в И этом не любимая настолько тема, разбираюсь, да. очень люблю в этом копаться, да. И так сказать, зрителям будет интересно послушать. Ты очень хорошо умеешь простым языком объяснять очень сложные вещи. Простая история. Меня тут один налоговый консультант обучил. Он говорит, что пока ты зарабатываешь ниже определенного уровня, тебя налоги вообще не интересуют. Начинаешь больше зарабатывать, налоги тебя очень начинают интересовать. Согласен, согласен. Тут, да. Я прям, знаешь, нахожусь на каком-то этапе, когда я зарабатывал плюс-минус как все, и тут, конечно, получается, что тоже начинаю интересоваться налогами, потому что, ну, взрослее становишься, и, соответственно, взрослее уже какие-то разговоры. И... В Европу ты перепрыгиваешь с налогообложения в 6 или 4% на 30 или 36%. Да, да, И да. возникает масса вопросов. А чего так вдруг? Хотя говорят, а мы тут все так живем. А потом Мгм. выясняется, что не совсем все. Что, оказывается, есть какие-то способы так не делать, но все законно. Очень интересно. Да, поэтому зрителям я, так сказать, сейчас скажу, что целый ролик будет у нас по налогам, и вот мы как раз-таки сравним налоги в России, сравним налоги в Европе, где же выгоднее в Европе открывать свои компании, бизнесы, стартапы. Вот, это будет следующий ролик. Михаил, спасибо за интересную беседу. Спасибо. Да, было очень здорово. Напоминаю зрителям, что у нас будут выходить часто ролики по самым актуальным темам, поэтому подписывайтесь на канал и обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео. Михаил, спасибо, всего доброго и до встречи всем.